Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о магазинах, о их тюнинге, обслуживании, ремонте, в общем, о всем, что может касаться магазина. Первое, что нужно сделать в новом магазине, это снять зуб затворной задержки и поменять пружину. Для чего это нужно сделать? Во-первых, затворная задержка в Тайфуне F12 работает через раз, поэтому толку от нее в принципе мало. А зуб оказывает ненужное давление при ходе подавателя внутри магазина и при вынимании магазина из шахты. То есть он мешает магазину свободно выпадать. Для замены пружины и убирания зуба необходимо магазины разобрать. Почему необходимо заменить стандартную пружину на другую? Дело в том, что стандартная пружина обладает излишней жесткостью, она очень жесткая. И при полностью заряженном магазине из-за избыточного давления на патроны происходят задержки при подаче патронов в патронник. Почему это происходит? Дело в том, что при движении вперед затвора нижняя часть затворного механизма при подаче патрона в патронник, нижняя часть затвора вдавливает следующий патрон. И при излишнем давлении снизу затвор просто клинит. То есть, вот смотрите, это пружина с родным магазином. Вы видите настолько сильное давление при двух заряженных патронах, что затвор не может двигаться вперед. Что, естественно, приводит к задержкам при стрельбе. Чтобы этого не происходило, пружину необходимо заменить. Для замены пружины и для извлечения зуба необходимо разобрать магазин. Делается это очень просто. Вот обратите внимание, с зубом затворной задержки подаватель не скользит внутри свободно. То есть он постоянно испытывает сопротивление, и у нас получается создается тоже ненужное препятствие подачи патронов. Первое, что нужно сделать, это удалить, выдавить штифт, которым крепится пружина. Может показаться, что он запрессован, но это не так, он там просто вставлен. Убираем штифт. Вынимаем пружину и, надавив на ограничитель, аккуратно вынимаем зуб. В обратном порядке вставляем пружину. Устанавливаем пружину новую от випря. Вставляем штифт. И собираем магазин. Обратите внимание, теперь у нас подаватель ходит без всяких задержек и проблем. Теперь у нас магазин снаряжается патрон намного легче, подача осуществляется более стабильно, нету избыточного давления и нету проблем при подаче патронов в патронник. В принципе, я планирую еще изготовить и заменить пятки магазинов на металлические, потому что при падении пластиковая пятка может разбиться, что приведет к поломке магазина, и вы, соответственно, не можете его использовать, не можете продолжить стрельбу. Так, что касается ухода магазина, зачем необходимо следить? В принципе, магазины металлические, они практически не изнашиваются, но есть у них ряд особенностей, за которыми необходимо следить. Первое. Необходимо следить за геометрией магазина. То есть необходимо
после каждой тренировки и перед соревнованием контролировать, то есть разобрать его и проконтролировать, что подаватель внутри магазина ходит свободно, то есть ничто не препятствует его движению. Если по каким-то причинам, ну, обычно причина сопротивления подавателя внутри магазина — это нарушение геометрии. То есть, ну, надавили вы на магазин, либо на него наступили, соответственно, подаватель где-то трется. Исправляется это очень просто. Необходимо изготовить деревянную оправку, которая по своей толщине будет соответствовать точно толщине нормального магазина. И просто вставляя эту оправку в магазин, мы его выпрямляем. Дальше проверяем, что нормально у нас подаватель ходит внутри шахты. Следующее, за чем необходимо следить, это верхняя часть окошка, в котором был зуб подавателя. Дело в том, что в этом верхней части этого окошка маленькая перемычка металлическая, которая состоит из двух частей, там довольно слабая сварка, и в этом месте мало того, что эта часть может менять свою геометрию, выгибаться или наоборот гнуться вовнутрь, она еще может ломаться посередине. Для того, чтобы патроны при подаче не упирались вот в эту перемычку, необходимо ее перед каждым соревнованием и после каждой тренировки аккуратно плоскогубцами выпрямлять. Следующая проблема, которая может возникнуть, это проблема с губками. Если по какой-то причине они окажутся сильно согнуты вовнутрь, это может повлиять на подачу патронов, поскольку им будет необходимо преодолевать избыточное сопротивление. То есть необходимо контролировать, чтобы губки не были сильно загнуты вовнутрь. Также необходимо контролировать, чтобы губки не были сильно разогнуты наружу. Теперь, что касается чистки магазинов. Ну, магазины нужно чистить регулярно. Если вы хотите, чтобы они работали надежно, после каждой тренировки необходимо их разобрать изнутри, тщательно их почистить щеткой, протереть насухо. Можно побрызгать очищающим маслом или обезжиривателем. И в конце насухо тщательно протереть. Я никогда не смазываю магазины внутри никакими смазками, ни тефлоновыми, ни жидкими, по очень простой причине. Магазины не герметичные, и из-за того, что на стрельбище много пыли, песка, смазка притягивает на себя грязь, и в конце концов магазины могут настолько забиться, что просто подаватель не сможет ходить внутри магазина. То есть магазины должны быть просто вычищены и насухо вытерты. Итак, подводим итоги. Первое. В новом магазине мы меняем пружину и убираем зуб затворной задержки. После каждой тренировки и перед каждым соревнованием контролируем геометрию магазина, чтобы подаватель внутри магазина ходил свободно, чтобы губки магазина передние были не сильно согнуты и не сильно разогнуты, и чтобы губки магазина верхние, которые препятствуют выпаданию патрона, чтобы тоже не имели правильную геометрию, и перемычка сзади магазина не выпирала наружу и не была вогнута вовнутрь. Магазины после каждой тренировки разбираем, тщательно вычищаем, ничем внутри не смазываем. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то магазины вам прослужат долго и оружие будет вас только радовать. На этом все. Желаю всем удачи. До новых встреч.